Очередная находка, друзья. Это у нас, друзья, часики. Карманные часы. Думаю, середина 20 века. Интересно. Берем, конечно. Y otro cartucho salió. Esta vez de 1915. Viejo. Pero está bien. Все, друзья, похоже, это финальная монетка на сегодня. Так, это двушка, я вижу. Какая-то ранняя двушка. Ну, неплохо. Сейчас буду все заравнивать. И на сегодня все. Продолжаем. Finalmente algo interesante. Mira qué es esto. Es una moneda y no solo moneda. Es moneda de plata. Soviética plata. Excelente. Primera plata por hoy. 10 copex of 1924. Es increíble. Claro que tomamos. И vamos a continuar. Зашел я, короче, в другую пещеру. Тут такая пещерка небольшая. Здесь, видимо, кто-то живет периодически. Много мусора, типа вот такого. И первая находка, кстати, у меня. Вот, смотрите. Спиннер. Да, не зря пришел уже. Ладно, сейчас посмотрим, что тут еще есть. А вот, кстати, монетос. Что это у нас тут? О, похоже на щитовик. О, 10 копеек 31 года. Нечастая. Мне нравится это место. Поехали дальше. Hay algo más interesante. Mira qué botella con diseño. Pienso que es buen hallazgo. Moderna, pero bonita. Tomamos. В общем, нашел я еще пару ходячек. И выпала вот такая вот штучка интересная. Смотрите. Классно. Что это? Значок? Кокарда? Похоже на кокарду. О, даже крепление целое, слушайте. Блин, классно. Советская кокарда. Берем. Хорошая находка. Tengo otro hallazgo, amigos. Es un botón con piedra o algo así, no sé. Pero parece que bonita. Interesante. Seguimos. Otro hallazgo interesante son llaves. Alguien perdió. Vale, tomamos también. Начал заглубляться и пошли находки. На этот раз пятачок советский ранний выскочил. А год? Ну год, конечно же, 46-й. Ну что ж. Тоже пойдет. Неплохая монетка. Продолжаем. В общей сложности здесь получилось 82 монеты. Не рекорд, но на втором месте после моего предыдущего рекорда. Vale, ya como dije, encontré un disc con la música esta vez. Tenemos este disc que es muy interesante, puede trabajar de este bosque o no. Vamos a ver qué pasa. Aún no veo nada. Parece que no está funcionando. Vale, de verdad esperé esto. ¿Cómo puede funcionar un disc que está en el bosque unos años? Pienso que no posiblemente. Así que fue interesante y
es todo por hoy. Nos vemos muy pronto. Adiós. Интересный здесь какой-то сигнал, друзья. В этом месте я уже был и выбивал его. Вот здесь вот будет видео. Кому интересно, смотрите, было здесь вот имперское серебро и имперская медь. И сейчас я пришел, и тут опять сигнал. Я не знаю, как я его пропустил и что это, конечно, но сейчас мы это выясним. Но сигнал очень хороший. О, вы посмотрите. Это монета, друзья. Как я ее пропустил? Это имперское серебро снова. Ничего себе. Да ладно. Что за дела? 20 копеек 1910 года. Ничего себе. Это, похоже, остатки той рассыпухи, что я здесь поднимал. Но я не видел этого сигнала тогда. Как так-то? Блин, круто, имперское серебро, друзья. Но ни одного гриба до сих пор не нашел. Так что надо исправить этот момент. Поехали дальше. Otro cartucho interesante. También completa. Y tiene año. Excelente. Antiguo cartucho. Tomamos. А вот, друзья, и еще монетка. Похоже на щитовик. Да, это у нас щитовик 20 копеек. 20 копеек 33-го года. Неплохо. Хорошая находка. Берем. From the same branch and leaves, wild and free, living here in harmony. Don't you see? This is where you want to be. But when you leave, the world is never what it seems. Fue otro raro señal y mira que está aquí. Qué raro. Un móvil, pero está destruido. ¿Por qué? No sé. Pero puede ser algo de crimen. No tomamos, pero genial. Выпал у меня значок, друзья. Вот какой-то. А может, от одежды. Штучка. Берем. Потом почищу, посмотрим, что написано. Друзья, первая находка, смотрите. Ух ты, что это интересно, а? Давайте посмотрим. Это похоже на телефон. А может, фотоаппарат. Вы посмотрите, о. Сейчас. Ого. Друзья, это реально фотоаппарат, посмотрите. Вот это находка. Такого у меня еще не было. Видимо, кто-то присел здесь и выпал из кармана. Попробуем потом посмотреть. Если там сохранились данные, то, может быть, получится владельца найти. Но находка зачетная, если он, конечно, еще работает. Продолжаем, друзья.
И самое вкусное из чердака — это две вот такие имперские пуговицы телеграфно-почтового департамента. Такого типа пуговицы использовались в период с 1875 по 1917 годы. Они немного отличаются, но и, видимо, и производители разные, потому что на этой стороне, смотрите, как классно все сохранилось. Надпись «Бух», то же самое на иностранном. Первый сорт надпись и Санкт-Петербург тоже почему-то на иностранном. Это класс, класс. Не такие частые, как орлянки. И вторая немного похуже, потому что здесь вот ржавчина. Но она, наверное, не цельно-медная, а помедненная или, в общем, с покрытием. И, возможно, не первый сорт, кстати. А так вообще чердачный сохран радует. Такие цветные находки, они вот как эта пуговица, они вот просто в идеале. Finalmente encontré algo más interesante. Pienso que es insignia, sí, de aluminio con Lenin. Interesante. Buen hallazgo. Continuamos. И вот, наконец, смотрите, что выпало. Это у нас, походу, перстень. Сейчас мы посмотрим, что за перстень. Хоть камень не кажется таким ушатанным, это не я сделал, он такой изначально стоит. Не похоже на серебро, скорее всего, медный перстень. Да и окисленный сильно. Блин, ну классная находка, слушайте. Хоть что-то. Ну что, вот он мой грибной урожай на сегодня. Не очень много, меньше чем пол-ведра всего лишь. Но что поделать, хоть что-то. Надеюсь, это не мухоморы. Vale, otra moneda más. Y pienso que es otros 5 copex. Sí, así es. Soviéticos 5 copex de 1973. Pienso que sí. Vale, no muy frecuente año. Tomamos. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Всем привет! Это была новая рубрика «Кухни мира» и В92. Всем приятного аппетита! Пока! С самого интересного начнем. Вот этот вот медальончик. Это у нас серебро. Я уже проверил. Но серебро с покрытием. Возможно, позолоченное. Потому что желтый оттенок такой. Не ожидал, если честно. Захотелось мне черметный сигнальчик взять. И не зря. Смотрите. Вот такая вот советская звезда. Но это, видимо, значок был. Вот здесь остатки иголки и даже эмали чуть-чуть осталось. Ну, находка неплохая. Тоже берем. Поехали дальше. И, кстати, вот еще из чердачных находок вытащил там вот такую вот дверцу от печки. Старинная. Лет 100 и не меньше. Прикольно. Узор какой-то на ней есть. Ну, с другой стороны, что с другой? С другой стороны просто другая сторона. Вот так вот. Смотрите-ка, друзья, гнутый рамочник. Конечно, печально, что он гнутый, но тоже пойдет. Vale, salió una cosa interesante. Mira, parece que es cartucho. Sí, así es. Un cartucho de la rifle Mosin o algo así. Vamos a ver qué año. Flipalo, amigos. 1913. Excelente. Y pienso que no es rusa. Interesante. Tomamos.
Вот такая вот интересная пломба. Это почтовая. Там вот, если видите, есть почтовые рожки. Но, к сожалению, что написано, я пока не пойму. Вот, друзья, и первый наш грибообразный товарищ. Смотрите, он здесь даже не один. Вот второй растет, маленький. Ну что, берем. Ох, какой. Посмотрите. Вот, видите? Отлично, отлично. Сейчас посмотрим там что. Первый есть, надеюсь, не последний. Продолжаем. Y otro hallazgo interesante es estrella soviética. No está mal. Tomamos. Очередной глубинный сигнал здесь. Что-то выскочило. Сейчас посмотрим, что. Опа-на! А вот это уже интересно. Это что такое? Вот это поворот! Что это? Еще и так глубоко. В общем, я сейчас откопаю. Если что-то будет интересное, то покажу. Кто-то здесь и в палатках отдыхал. Вот такой кол выскочил, алюминиевый, но современный. Надписи не вижу. Берем. О-хо-хо-хо! Флипа que suerte! Unas monedas soviéticas, pero no una. Una, dos, tres, cuatro. No, no es todo. Oh, 5 copex. Excelente. 5 monedas. Excelente. Tomamos y continuamos. Вот еще из чердачных находок такая штучка. Не знаю, что это. Кто знает, говорите. Украшение какое-то или что-то такое. Но сохран, смотрите, вообще бомба просто. Вот сейчас был сигнал хороший, вот выпала пробка. Но я думаю, вы понимаете, что я не для этого включил. Потому что рядом с пробкой, и естественно я глазами это увидел. Смотрите, друзья. Смотрите. Вот это поворот! Пачка денег лежит прям вот так вот в траве, в натуре. Сколько тут, давайте посмотрим. Охренеть. Настоящие. 1, 2, 3, 4, 5. 550 рублей. Ой, блин, а. Не зря я сюда поднялся, не зря. Нормально так получилось. Вроде рядом ничего больше не валяется. Искал одно, нашел другое. Ну, правильно говорят, кто ищет, тот всегда найдет. Вот, пожалуйста, результат. 550 рублей просто на земле валялись. Vale, tengo otro hallazgo. Y hallazgo muy interesante. Mira esto. ¿Por qué está aquí? Qué raro. Vale, vamos a continuar. Шурф сегодня что-то не радует, очень мало находок. Но я надеюсь, что хотя бы вот эта монета.
будем извлекать онлайн. Здесь. Да, друзья, это монета. Хоть что-то. А что за монета? Да, что-то совсем лысое. В общем, друзья, я даже затрудняюсь сказать, что это. Монета ушатанная в хлам, но, судя по сигналу, это, возможно, двушка советская. Уже дома почищу и постараюсь хотя бы какие-то признаки рельефа отыскать. Может быть, станет хотя бы понятно, что это. Ладно, пока продолжаем. Y otra monedita más. Parece que es. No, amigos. Pensé que es moderna, pero no, es 5 copias de 1939. Excelente monedita. Espero que encontramos algo más. Vamos a continuar. Да, похоже, здесь и раньше грибочки-то обрезали. Ножичек валяется. Советский. Тоже находка, берем. А у нас тут Adidas, пацаны. Да, Adidas. Одежда моего детства прям. Ладно, берем. Флипало. Gafas de sol. Pero muy raras. Interesante. Tomamos. Buen hallazgo. Пломба тоже в идеале. Что написано? Непонятно. Что написано? Почтовая, может быть, я не знаю, что-то такое. Но это советская. Это не царская. Amigos, encontré algo aquí y es realmente un hallazgo del día. Mira. Вот это поворот! Muy raro hallazgo. ¿Tomamos? Excelente. А вот и вторая находочка, друзья. Бижутерия, конечно, но приятная. Подковка, брелок. Надеюсь, он выпал не просто так, и сегодня будет очень удачный выход. Не только в плане монет, но и грибов тоже. Поэтому продолжаем, друзья. Вот еще из чердачных находок. Кто постарше, если смотрит видео, может помнит такие сигареты. Болгарские, 70-х годов, шибко. Пачка прям в идеале сохранилась. Это уже сейчас раритет даже, так что взял в находке. Otro hallazgo interesante. Parece que es algo para mujeres. Sí, así es. Interesante. Tomamos también. Друзья, вот на таком месте я нахожусь, тут скала и ямы везде. Но, несмотря на то, что тут ямы, это не помешало выпасть империи вот такой классной. Конечно, она не очень классная, немного гнутая, но смотрите, какой сохран, по крайней мере, с этой стороны. Копейка 1872. С этой стороны не очень, но это империя, это классно. Продолжаем. Эй, йоу! Вот и подошел к концу очередной месяц, и мы снова встретились. Здесь был самый сок за месяц ноябрь и V92. Поздравляю всех с наступлением зимы. Пока!